похоже, сейчас уже выбьет, но я допускал возможность одного перезахода. Эта сделка, наверное, уже была ошибка. В принципе, все произошло ровно так, как я и рассчитывал. Привет, начинаю новый торговый день. Сегодня я начинаю с баланса $84,5. Риск на сделку у меня по-прежнему составляет 3%, риск на всю торговую сессию 10%. Открыл первую сделку по монетке IOT. Увидел, что здесь мы сейчас находимся в сильном лонговом движении, и на часовике очень долго она растет, и на всех остальных таймфреймах. И в какой-то момент после, скажем так, боковика, который стоял на максимумах, мы его пробили, и сейчас не происходит никакого отката. Мы также остановились и понемножку поджимаемся вверх. Все это в сумме дает мне ощущение того, что дальнейшее движение будет продолжаться. И, как мне кажется, в этом накоплении трейдеры заходят на продолжение движения вверх, открывают сделки по тренду, плюс тут можно поставить короткий стоп-лосс и пытаться брать хорошее соотношение вверх. Я зашел в шорт против этих трейдеров и попытаюсь взять какое-то движение вниз против них. Первая сделка у меня закрылась по стоп-лоссу. Открыл вторую сделку. Увидел, что похожая в принципе ситуация, но немножко отличается. Также у нас график довольно-таки сильно растет. Мы находимся в лонговом движении. И в какой-то момент мы сделали, скажем так, откат больше обычного, но подошли к какому-то такому локальному уровню и начали замедляться. В этом моменте у нас также есть возможность заходить по тренду, ставить маленький стоп-лосс, плюс есть круглое число, за которое трейдеры могут прятать свои стоп-лоссы. И на этом фоне я хочу попытаться Меня тут, похоже, сейчас уже выбьет, но я допускал возможность одного перезахода. Так. И, возможно, трейдеры захотят спрятать свои стоп-лоссы за какие-то локальные минимумы или за круглое число. И на фоне этого я заходил против них, чтобы попытаться заработать на сборе стопов трейдеров. Подходит у нас к тейк-профиту, да, забрал нас сильным импульсом. В принципе, все произошло ровно так, как я и рассчитывал. Собрали локальный один минимум, второй минимум, круглое число, если какие стопы за ним стояли, также собрали. Вторая сделка прошла по плану отлично. Я здесь увидел, что мы после резкого импульса остановились и дают возможность всем тем, кто заходил в лонг ранее, всем тем, кого закрыло на сбор, скажем так, обновление вот этих минимумов, дают возможность перезайти в похожей ситуации, также скажем так, с минимальным стопом, есть возможность поставить короткий стоп-лосс и потенциально брать такое же большое движение вверх. Если дают возможность заходить с короткими стопами по тренду, то скорее всего будет какое-то хоть там небольшое импульсное движение, но, как мне кажется, 1% вниз должны еще дать, чтобы собрать всех тех, кто перезашел вот после импульса на небольшой вот этой остановке. Эта сделочка закрылась у нас по стопу. В моменте несколько центов не хватило, чтобы закрыть по профиту. И сейчас коснулась, все-таки закрылась стопом. Но ничего страшного, такое бывает. Посмотрю еще, может найду какие интересные ситуации. Открыл еще одну сделку. После открытия смотрю, возможно, также поставил стоп-лосс слишком близко. Но для этого нужно было заходить на объем чуть поменьше. Тут я увидел, что мы также довольно сильно растем и понемножку начали поджиматься к предыдущему максимуму.
это поджатие было довольно-таки медленным, и, как мне кажется, все, кто хотели, это могли увидеть. Плюс тут очень, ну, как я сказал, было длительное время, и также очень много трейдеров могли заходить на пробитие, на продолжение этого движения. Также все это время была возможность заходить и ставить маленькие стоп-лоссы относительно потенциального движения. Был вот первый небольшой сквист, который побрил, как мне показалось, первую часть лонгистов. После этого мы не продолжили никакое движение вниз и не было никакого, скажем так, быстрого прострела вверх. Мы также плавненько начали наглядно поджиматься вверх. И мне показалось, что на вот этом поджатии все те, кто заходили вот в этом накоплении, кого выбило, могли перезаходить и также пытаться брать и ловить большие движения. На этом фоне я зашел здесь в шорт, поставил короткий стоп-лосс, хотя можно было, кстати, его чуть побольше сделать, надеюсь, это была не ошибка. И хочу взять какой-то процент 2 движения вниз против большинства, как мне кажется. Нас закрыло, к сожалению, но сделка была довольно-таки хорошая, в моменте высела прибыль, но я в этот раз поставил take profit чуть подальше, и все-таки здесь нас закрыло по стоп-лоссу. Так что на этом, наверное, я буду заканчивать данную торговую сессию. В этот раз получилось поторговать в небольшой минус, но в любом случае довольно-таки, я считаю, продуктивная торговая сессия была. Заканчиваем на значении $80 плюс-минус. И, наверное, чуть позже, в обед, либо же вечером запишу еще одну торговую сессию. Думал уже заканчивать торговлю, но тут я увидел, что по прошлой сделке у нас был сильный импульс, который мы моментально вкатали. Первое, про что я подумал, что мы выбили стоп-лоссы всех тех, кто заходил в шорт, и сейчас все-таки может последовать, скажем так, движение вниз и пойдут собирать стопы и лонгистов. На фоне этого я решил открыть быструю сделочку, рискну тут также стандартным значением, стандартными 3%, и посмотрим, ну, возможно, это уже и зря было. Похоже, сейчас меня закроет, но эта сделка, наверное, уже была ошибка, потому что я уже закончил торговую сессию, посмотрел на результат, уже все объявил, что буду заканчивать данную торговую сессию, но все же взял и открыл вот эту сделку. И она, соответственно, у меня закрылась стоп-лосс. Лимит на, скажем так, на эту сессию я не превысил, но в любом случае последняя сделка была лишняя.